Тема одного. Первая встреча в кофейне. Привет, меня зовут Анна. Очень приятно познакомиться с вами. Здравствуйте, Анна. Меня зовут Джон. Приятно познакомиться. Вы знаете, у меня есть признание. А действительно, что это такое? Ну, на самом деле это первый раз, когда я встречаю кого-то такого красивого, как ты. Вау, это настоящая линия пикапа, Джон. Но я должен сказать, что ты сам не так уж плох. Я рад, что вы так думаете. Итак, что привело вас сюда сегодня? Я просто беру кофе перед тем, как отправиться на работу. А ты? Взаимно. Я не могу начать свой день без чашки хорошего кофе. Я слышу вас по этому поводу. Итак, что вы делаете для работы? Я инженер-программист. А ты? Я графический дизайнер. Это довольно творческая работа, которую я люблю. Замечательно. Я всегда восхищался людьми, у которых творческая работа. Я сам не очень артистичен. Что ж, у каждого есть свои сильные стороны. Может быть, вы просто лучше программируете, чем рисуете. Наверное, это правда. Но кто знает, может быть, однажды я удивлю вас каким-нибудь скрытым художественным талантом. Я буду ждать этого дня, Джон. Тема двух. Счастливый ужин. Вау, это был отличный ужин. Что скажешь, ребята? Да. Это лучший ужин на свете. Я рад, что тебе это нравится, малыш. Итак, что вам больше всего понравилось в трапезе? Дайте подумать. Думаю, мне больше всего понравилось картофельное пюре. Действительно. Не курица или овощи. Нет, картофельное пюре было звездой шоу. Что ж, я восприму это как комплимент. Я приложил много усилий, чтобы приготовить это картофельное пюре. Говоря о комплиментах, я должен сказать, что этот счастливый ужин делает меня очень счастливым. Что такое счастливый ужин? Это когда мы все садимся вместе и наслаждаемся вкусной едой всей семьей. А когда все счастливы и хорошо проводят время, мы называем это счастливым ужином. А я понял это сейчас. Да, это определенно счастливый ужин. Согласованный. Давайте устраивать больше таких счастливых ужинов в будущем. Молодец. Счастливых ужинов вокруг. Тема трех. Пляжный отдых. Это жизнь. Я мог привыкать к этому каждый день. Вы говорите, что каждый раз, когда мы отправляемся на пляжный отдых. Я не могу помочь. В песке, солнце и море есть что-то, что заставляет меня чувствовать себя живым. Я знаю, что вы имеете в виду. Но давайте не будем забывать о солнцезащитном креме, иначе вы будете выглядеть как омар. Спасибо, Анжела. Я обязательно нанесу много солнцезащитного крема. Хороший. Итак, что вы хотите сделать сегодня? Ну, я думал, что мы могли бы просто лежать здесь и получать песок в весь день. Это звучит как взрыв. Или мы могли бы искупаться, взять на прокат доски для серфинга или отправиться на прогулку на лодке. Теперь вы говорите.
Мне нравится звучание всех этих вариантов. Но сначала я думаю, что мне нужно выпить холодный напиток. А ты? Да, пожалуйста. Я мог бы использовать маргариту или две. Пойдем найдем ближайший пляжный бар и выпьем. Похоже на план. Только не забывайте солнцезащитный крем, иначе завтра вы будете страдать от похмелья и солнечного ожога. Есть. Солнцезащитный крем и маргарита. Два основных компонента идеального пляжного отдыха. Тема 4. Большой прогресс проекта. Привет, босс, у меня есть отличные новости. Проект продвигается быстрее, чем мы ожидали. Это приятно слышать. Каков статус? Мы опережаем график по всем основным этапам. Мы закончили этап проектирования и теперь переходим к разработке. Фантастика. Вы и ваша команда проделали большую работу. Спасибо, босс. Я не смог бы сделать это без моей замечательной команды. Что ж, я рад, что вы отдаете им должное. В противном случае мне, возможно, придется повысить им зарплату и понизить тебя до кофейного мальчика. Эй, я готов быть кофейным мальчиком, если это означает, что мы сможем продолжать добиваться большого прогресса в проекте. Я ценю вашу самоотверженность. Но я думаю, что пока мы будем придерживаться нынешней договоренности. Согласен. Итак, что же дальше на повестке дня? Теперь, когда мы опережаем график, мы можем потратить некоторое время на пересмотр и уточнение плана проекта. И, может быть, даже отпраздновать с пиццей и пивом. Да. Пицца и пиво – идеальный способ отпраздновать успешный проект. Ты лучший босс на свете. Успокойтесь. Давайте пока не будем слишком увлекаться. Но приятно видеть, что вы мотивированы и взволнованы проектом. Продолжайте в том же духе. Тема 5. Интернет не работает. А нет. Wi-Fi не работает. Что я сделаю? Я не знаю, может быть, сделать какую-то работу. Очень смешно. А если серьезно, то как я должен работать без интернета? Вы знаете, раньше люди все время работали без интернета. Может быть, пришло время отправиться в путешествие по переулку памяти и делать все старомодным способом. Вы имеете в виду, например, использовать ручку и бумагу и посылать дымовые сигналы? Нет, не то чтобы старомодно. Но, возможно, попробуйте использовать физический планировщик или поговорить с коллегами лицом к лицу, а не отправлять электронные письма. Хорошо, я понимаю вашу точку зрения. Но как насчет всех исследований и анализа данных, которые мне нужно сделать? Вот тут-то и приходит на помощь надежная библиотека. Вы знаете место с книгами и другими физическими ресурсами. Да, я чуть не забыл об этих вещах. Но как насчет всех видео с кошками, которые я собираюсь пропустить? Я уверен, что вы проживете без них несколько часов. И кто знает, может быть, вы действительно сделаете больше работы, не отвлекаясь на социальные сети и YouTube. Вы правы. Может быть, это отключение Wi-Fi является замаскированным благословением. Это дух. Теперь приступайте к работе «Старомодный стиль». Тема 6. Ищем платье на свадьбу. Привет.
Есть ли что-нибудь, что я могу помочь вам найти сегодня? Да, я ищу платье на свадьбу. Что-то элегантное, но не слишком чрезмерное. У меня есть как раз то, что нужно. Как насчет этого красивого розового платья? Это просто, но стильно. Это приятно, но я не думаю, что розовый — это действительно мой цвет. Ничего. Как насчет этого синего платья? У него прекрасный цветочный узор и лесный крой. Мне нравится. Это удобно и хорошо сидит. Совершенный. И он продается сегодня, так что вы получите отличную сделку. Это здорово, но я все еще не уверен. Я хочу быть уверенной, что получу лучшее платье по этому случаю. Уверяю вас, это будет выглядеть на вас сногсшибательно. У него отличный крой, и цвет действительно подчеркнет ваши глаза. Вы так думаете? Совершенно. И он идеально подходит для свадьбы. Он не слишком формальный, но все же выглядит элегантно и собрано. Ты прав. Он очень хорошо сидит и чувствует себя комфортно. Прекрасно. Вы не пожалеете. И если вам когда-нибудь понадобится какой-либо модный совет или помощь с аксессуарами, не стесняйтесь вернуться и увидеть меня. Я обязательно буду. Большое спасибо за помощь. С удовольствием. И просто помните, когда вы наденете это платье на свадьбу, все взгляды будут прикованы к вам. А черт возьми, я надеюсь, что нет. Я не хочу отодвигать невесту на второй план. Не волнуйтесь, вы этого не сделаете. Но в этом платье вы обязательно заставите головы повернуться. Тема 7. Успешный бизнес-лидер. Добрый вечер и добро пожаловать на наше шоу. Я нахожусь здесь с одним из самых успешных бизнес-лидеров в мире, мистером Джонсоном. Спасибо, что присоединились к нам сегодня вечером. Я рад быть здесь. Мистер Джонсон, вы построили огромную империю и стали одним из самых богатых людей на планете. В чем секрет вашего успеха? Что ж, это сочетание тяжелой работы, решимости и большой удачи. Удача. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Уверенный. Вы знаете поговорку: чем усерднее я работаю, тем удачливее я становлюсь. Это правда. У меня было немало неудач, но я всегда учился на них и использовал эти уроки, чтобы совершенствоваться и расти. Это отличные отношения. Но позвольте мне спросить вас, с какой самой большой проблемой вы столкнулись в своей карьере? Это сложный вопрос. Я бы сказал, что моя самая большая проблема, вероятно, заключалась в том, чтобы иметь дело с бюрократией и волокитой правительственных постановлений. Это может быть неприятно, пытаясь ориентироваться во всех правилах и требованиях, но это необходимая часть ведения бизнеса. Представляю. Но позвольте мне спросить вас о чем-то более беззаботном. Какая самая сумасшедшая вещь, которую вы когда-либо делали, чтобы закрыть сделку? А боже, их было несколько. Однажды мне пришлось одеться как гигантская курица и танцевать на углу улицы, чтобы привлечь клиентов в новый ресторан, который мы открывали. Действительно? Как это сработало? На удивление хорошо, на самом деле. Люди не могли удержаться от того, чтобы сфотографироваться с гигантской курицей, и это создало большой ажиотаж для ресторана. Удивительно. И говоря о ресторанах, я слышал, что вы немного гурман.
Виновен в предъявленном обвинении. Какая твоя любимая кухня? Я люблю все виды еды, но питаю слабость к итальянскому. В идеально приготовленном блюде из макарон есть что-то, что может сделать мой день лучше. Я могу соотнести. А какую самую экзотическую еду вы когда-либо пробовали? Вероятно, плод дуриана. Вы когда-нибудь слышали об этом? Это мягко сказано. Пахнет сочетанием гниющего сыра и нечистот. Но на удивление, вкус на самом деле довольно хороший. Поверю вам на слово. Давайте немного переключимся. Вы известны своей филантропией и благотворительностью. Какие причины наиболее близки вашему сердцу? Я верю в то, что нужно отдавать долг обществу и помогать тем, кому повезло меньше. Образование и здравоохранение — это две сферы, которые для меня особенно важны. Приятно слышать. И, наконец, я должен спросить, что дальше для вас и вашей компании? Мы всегда ищем новые возможности для инноваций и роста. В настоящее время мы сосредоточены на расширении нашего присутствия на развивающихся рынках и инвестировании в новые технологии, которые могут произвести революцию в нашем бизнесе. Захватывающий материал. Что ж, большое спасибо за то, что присоединились к нам сегодня вечером, мистер Джонсон. Это было очень приятно. Спасибо, что пригласили меня. Это был отличный разговор. Тема 8. Производственная линия. Эй, вы когда-нибудь задумывались, какой была бы наша жизнь, если бы мы не работали на заводе? Я не знаю. Может быть, мы будем путешествовать по миру, потягивая коктейли где-нибудь на пляже. Да, звучит красиво. Но опять же, у нас не было бы удовлетворения от осознания того, что мы вносим свой вклад в общество, производя высококачественные продукты. Истинный. И давайте будем честными, у нас не было бы этой удивительной конвейерной ленты, чтобы развлекать нас весь день. Вы привели меня туда. Я имею в виду, кому нужен Netflix, когда у вас есть бесконечный поток продуктов для проверки. И не забывайте об острых ощущениях от сканирования штрих-кодов. Это похоже на гонку, чтобы увидеть, кто сделает это быстрее всех. Да, это похоже на нашу собственную маленькую Олимпиаду. Я думаю, что мне, возможно, придется начать делать упражнения для пальцев, чтобы улучшить свою скорость. Вы делаете это. Тем временем я буду здесь, совершенствуя свои навыки контроля качества. Эй, мы отличная команда. Вместе мы заботимся о том, чтобы каждый продукт, покидающий эту фабрику, был первоклассным. Эй, мы отличная команда. Вместе мы заботимся о том, чтобы каждый продукт, покидающий эту фабрику, был первоклассным. И кто знает, может быть, однажды мы изобретем революционно новый продукт, который изменит мир. Эй, все возможно. Но пока давайте сосредоточимся на том, чтобы убедиться, что эти продукты являются лучшими, какими они могут быть. Согласованный. Вернемся к работе. Конвейерная лента никогда не останавливается, и мы тоже. You got it. Let's show this factory what we're made of. Тема 9. Путешествие в Индию. Привет. Вы тоже направляетесь в Индию? Да. Вы были там раньше. Конечно, конечно.
Как видите, я родом из Индии. А это здорово. Я всегда хотел побывать в Индии. Что вам больше всего нравится в этой стране? Что ж, в Индии есть так много вещей, которые можно любить, но я бы сказал, что еда определенно находится в верхней части моего списка. Действительно. Я слышал, что индийская еда может быть довольно острой. Да, это правда. Но есть также много более мягких блюд, которые также вкусны. Может быть, мне придется попробовать некоторые из них. Итак, чем вы зарабатываете на жизнь? Я инженер-программист. А ты? Я консультант по маркетингу. Всегда интересно общаться с людьми разных профессий и происхождения. Это так верно. Это одна из вещей, которые я больше всего люблю в путешествиях. Да, я тоже. Вы путешествовали по каким-либо другим странам, кроме Индии? Да, я был в нескольких других местах в Азии, таких как Япония и Китай. А это круто. Я никогда раньше не был в Азии, но хотел бы когда-нибудь побывать. Вам обязательно стоит пойти, если у вас будет такая возможность. Здесь есть на что посмотреть и чем заняться. Представляю. Итак, что вы думаете об аэропорте здесь, в США? На самом деле, это довольно приятно. Я был в нескольких разных аэропортах по всему миру, и я думаю, что этот один из лучших. Действительно. Я всегда думал, что это было как-то хаотично и запутанно. Ну, поначалу это может быть немного ошеломляющим, но как только вы привыкнете к этому, это не так уж и плохо. Думаю, это правда. У вас когда-нибудь были забавные впечатления во время путешествий? Определенно. Однажды я был в Таиланде и случайно заказал блюдо, которое было настолько острым, что я даже не мог его съесть. Это звучит ужасно. Да, я усвоил урок после этого. Теперь я всегда спрашиваю, насколько острая еда, прежде чем заказать ее. Хорошая идея. Мне придется помнить об этом, когда я буду в Индии. Определенно. И если вам нужны какие-либо рекомендации о том, где можно поесть или чем заняться, просто дайте мне знать. Буду рад помочь. Спасибо, я ценю это. Всегда приятно иметь точку зрения местного жителя, когда вы путешествуете. Совершенно. Я рад помочь. Тема 10. Посадка. Знаете, я никогда не думал, что буду заниматься садоводством. Но есть что-то в посадке и уходе за этими маленькими ребятами, что приносит такое удовлетворение. Принимаю. Удивительно наблюдать, как они растут и процветают. И это отличный способ добавить немного жизни и цвета в нашу гостиную. Да, я думаю, что мы, возможно, немного переборщили с растениями. Но и чем больше, тем лучше, верно. Совершенно. И со всеми этими растениями мы практически живем в джунглях. Это похоже на то, что мы Тарзан и Джейн, но вместо того, чтобы качаться на лианах, мы ухаживаем за нашими любимыми комнатными растениями. Мне нравится это звучание. И кто знает, может быть, однажды мы даже обнаружим новый вид растения в нашей гостиной. Это было бы потрясающе. Мы прославимся своими ботаническими открытиями. Или мы могли бы просто наслаждаться простым удовольствием от ухода за этими растениями и ухода за ними.
Это отличный способ снять стресс и соединиться с природой. Ты прав. И это также отличный повод надеть те причудливые садовые перчатки, которые вы мне купили. Они практичны и стильны. И они не дадут вашим рукам испачкаться. Думаю, вы правы. Кто знал, что садоводство может быть таким модным? Все может быть модным, если носить его с уверенностью. Добро пожаловать, чтобы подписаться на наш канал. Давайте встретимся в нашем следующем видео.